Всем привет! Сегодня у нас для вас очень интересный выпуск. Мы расскажем, почему так и не случилась свадьба Эбру Шахин и Акына Акыназю, которые казались идеальной парой на экране и покорили сердце фанатов. Разберем реальные причины, по которым они не стали парой в жизни, и обсудим, как сложились их отношения и карьеры после сериала. Затронем интересные факты и слухи. Возможно ли, что когда-то они все-таки могли бы быть вместе, или же почему, по слухам, Эбру вовсе не хочет общаться с Акыном. Оставайтесь с нами, это будет очень увлекательный выпуск. Акын Акыназю родился 22 сентября 1990 года в Анкаре, Турция. С самого детства он рос в окружении любви и заботы, будучи единственным сыном в семье. Акын получил хорошее образование, и хотя его путь к актерству не был мгновенным, настоящая популярность пришла к нему с ролью Мирана в сериале «Ветреный». Этот проект сделал его и его экранную партнершу, Эбру Шахин, настоящими мировыми звездами, и фанаты сразу влюбились в их химию на экране. Что касается Эбру Шахин, то она родилась 18 мая 1994 года в Стамбуле. Эбру тоже с ранних лет стремилась к карьере актрисы, работала над собой и постепенно завоевывала место в мире турецкого кино. Роль Риян в «Ветреном» стала для нее поворотным моментом, открыв путь к огромной славе и сделав ее одной из самых востребованных актрис. Турецкие актеры Акын Акыназю и Эбру Шахин впервые встретились на пробах к сериалу «Ветреный». На тот момент они и представить себе не могли, что очень скоро их ждет ведущая роль, которая изменит их карьеру и сделает мировыми звездами. На кастинге они продемонстрировали редкое сочетание искренности и гармонии, которые сразу заметили продюсеры. С первых же серий «Ветреного» между Акыном Акыназю и Эбру Шахин зажглась искра, их игра была настолько естественной и страстной, что зрители начали подозревать, что симпатия актеров друг к другу выходит за рамки сценария. Тем не менее, в реальной жизни ситуация была сложнее. На тот момент у Акына уже была девушка, Сандра Пестималджиян, с которой он встречался довольно долго, в то время как Эбру была свободной. Эбру, оказавшись в сложной ситуации, действительно была влюблена, но так и не решилась признаться Акыну в своих чувствах. Постоянное присутствие Сандры на съемочной площадке делало это невозможным. Эбру не хотела создавать конфликт или скандал и чувствовала себя в ловушке. Со своей стороны, Акын тоже переживал противоречивые чувства. Несмотря на симпатию к Эбру, он не хотел предавать Сандру и старался не нарушить их долгие отношения, поэтому держал свои чувства при себе. На церемониях и мероприятиях пара всегда выглядела сияющей и гармоничной вместе, но стоило появиться Сандре, как между ними возникало напряжение, и оба будто бы замыкались в себе. Для Эбру и Акына процесс съемок стал единственным местом, где они могли, через свои роли, выразить друг другу настоящие чувства, скрытые от всех остальных. Во время съемок «Ветреного» действительно разгорелся громкий скандал, и Эбру всерьез думала покинуть сериал. СМИ сообщили, что именно тогда она окончательно разорвала и дружеские, и любые другие отношения с Акыном. Как мы упоминали, Сандра, девушка Акына, часто присутствовала на съемочной площадке. В какой-то момент она попросила Акына обратиться к режиссеру с просьбой убрать сцены поцелуев и близости между его персонажем и героиней Эбру. Под давлением Сандры, Акын, не осознавая всех последствий, действительно передал ее просьбу режиссеру.
Когда об этом узнала Эбру, это ее глубоко ранило. Это было не просто профессиональное ограничение, такие действия задевали ее самооценку и ставили ее в унизительное положение. Раненая и подавленная, Эбру очень тяжело восприняла ситуацию, несколько дней не могла вернуться к съемкам и почти решила покинуть проект. В конце концов, придя в себя, она поставила жесткий ультиматум. Она согласится продолжать съемки, но никакой физической близости, поцелуев или даже прикосновений между их героями больше быть не должно. Акын многократно пытался извиниться, понимая, как сильно задел ее, но Эбру осталась непреклонной. С того момента она общалась с Акыном только на съемочной площадке, исключительно в рамках сцен, полностью отстранившись от него в реальной жизни. После скандала на съемочной площадке случилось то, что окончательно разрушило все надежды фанатов на дальнейшее воссоединение Эбру и Акына. Охладев к своему экранному партнеру, Эбру обратила внимание на баскетболиста Джеди Османа, который был ее давним поклонником и не раз пытался завязать с ней общение. До этого она не отвечала на его сообщения, но после разочарования в Акыне присмотрелась к Джеди, и их общение быстро переросло в роман. Джеди оказался добрым и чутким человеком, и вскоре Эбру поняла, что ее чувства к нему стали искренними. Их отношения развивались стремительно, и в итоге турецкая актриса Эбру Шахин и Джеди Осман поженились, став одной из самых красивых и обсуждаемых пар. Они живут счастливо и поддерживают друг друга в карьере и жизни. Недавно появились слухи о беременности Эбру, но вскоре они были опровергнуты, это оказалось лишь домыслом, и пара пока не ожидает пополнения. Недавно жизнь Акына Аканазю претерпела тяжелое испытание, он потерял свою мать. Эбру, увидев его боль и страдания, оставила все свои обиды и позвонила, чтобы поддержать его в этот сложный момент. Этот жест показал, что, несмотря на прошлые разногласия, она осталась неравнодушной к его судьбе. Тяжелые события сказались и на отношениях Акына с Сандрой, они расстались, и теперь он снова свободен. Однако вернуть отношения с Эбру уже невозможно, их пути разошлись, и каждый из них обрел свое счастье. Дай Аллах счастья всем актерам и их близким. Жизнь и сердце хрупкие, важно беречь их и ценить тех, кто рядом, и тех, кто нас любит.